Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в Дейдрических руинах с нашим орком. И наш путь лежит дальше. В общем-то, по заданию. Я напомню, нам нужно пробраться в какую-то гробницу с тем, чтобы найти там какую-то женщину, которая отправится на встречу со Сцинком в Садрит Мора. Мало у меня осталось маны, к сожалению. Так, у меня, видимо, работает зелье какое-то по восстановлению запаса сил. Что-то наш орк подзастрял. Или я его оставил там. Вот кончилось, видимо, зелье. Но орка надо как-то забрать. Неужели я его просто оставил? Нет, он вот здесь вот тупит. Значит, надо подальше отойти, тогда он отспавнится. Добавил я небольшой мод еще один. Просто реплейсер текстур для адамантиновой клейморы. Что я посмотрел, клеймора, которую я купил недавно в Мортхолде, она как-то обойдена была всякими текстурами, реплейсерами. И вот я такой скачал, установил и добавил его в свой список, который в Гугле, короче, в Google документах. У меня два места, где хранятся эти моды. Так. Этот нас игнорирует. Мы тоже не будем с ним вступать в битву. Вот. Я сейчас просто вспомнил, что у меня есть на Гугле в документах папка с этими модами. И на Майле. Но я добавлю на Майл тоже попозже просто, если не забуду. Так, вот тут взялся биться с рыбами. Но это тоже дело полезное. Главное, чтобы какой-нибудь древок не приполз. Вообще можно было эту рыбу и проигнорировать, конечно. Очень долго ковыряет рыбешку. Молодец. Молодец. Так, что у тебя по зарядом? Значит, здесь кончилось все. Это хорошо. Соответственно, мы забираем у него секиру и отдаем ему клеймору. Пусть ходит с клейморой. Направляемся дальше вдоль побережья. Как-то здесь надо вот подняться грамотно. Угу. Вот дорога. В принципе, наверное, нам проще всего идти по дороге. Там я вижу разбойницы какие-то. Что у тебя со здоровьем? 85. Давайте немножко хильнем его. Буквально чуть-чуть. Сохранимся. Я использую, наверное, наш посох. Вдруг там попадется магичка, и мы сможем поглотить какое-то количество маны. Давайте подставимся под удар. Но они все сагрились на орка. А, вот это мне уже не нравится. Немножко я поглотил маны. И надо, наверное, как-то усмирение использовать. Так. Они низкого уровня. Я думаю, что орк вполне справится.
без помощи. Но вот ману мы, конечно, потратили. Так, одна минус. Это те самые отщепенцы, о которых нам говорила шаманка. Ну, промахивается. Ничего не тупится, нормально. Почти не пострадал. Скорее всего, ничего ценного у них тут нет. Малая копеечка и всякое барахло бесполезное. Так, вот какая-то гробница. Может быть, это то, что нам надо. Травку тоже собираем. Давайте посмотрим. Да, вроде бы это оно. Вроде бы это оно. Не забываем сохраняться. Да, вот здесь вот эта подружка, которую нам надо выручить. Сейчас все расскажу. Давайте немножко полутаем здесь. Так, и вот за этой дверью у нас интересный призрак. Давайте мы сделаем вот так. Клеймору эту я заберу. Вот так ему отдам. Вот так вот. На всякий случай вот эти камушки. Да. А мы поговорим вот с этой вот девахой. Давайте только сохранимся и перед разговором повысим отношения. 100. Значит, она говорит, что мы не знакомы. Но я вот насчет встречи. Да, я поговорю со Сцинком, но и тебе придется помочь мне. Синаму послала меня сюда в наказание. Она попросила меня успокоить духа разгневанного предка. Но мои чары его не успокаивают, и я недостаточно сильна, чтобы сразиться с ним. Найди дух Канита Ашурнисам. В общем, Канита, и обеспечь ему вечный покой. Это насчет наказания, она говорит. Наши воины поймали сбежавшего раба. Он мне понравился. Мне удавалось втайне приносить ему еду и воду. Когда воины стали говорить, что его надо убить, чтобы сделать ковер в шатер Ашхана, мне не осталось ничего другого, кроме как выпустить его. Мне хотелось уйти с ним в бесконечные пески, о которых он говорил, но нельзя было оставлять Ахимуза. Шаманка дала мне это задание в качестве урока. Вот такая вот интересная история. Значит, помогать она нам не будет. Это хорошо. Я бы даже сказал, прекрасно. Замка здесь нет, поэтому мы сразу же натравливаем нашего орка. Но вот, наверное, даже лучше закрыть дверь. Дух предков вряд ли откроет дверь. А поскольку он на меня сагрился, то орку нашему будет довольно просто его победить. Вот и все, в общем-то. Или нет, подожди-ка. Это простой дух предков. Да, это простой дух, это не тот. Это не тот, который нам нужен, не именной. Поэтому продолжаем. Продолжаем. Видимо, он в следующей комнате. Здесь у нас книжка обучающая, забираем ее. Не забываем сохраняться. Так, а здесь еще и трупешник. Но мы по той же схеме будем действовать. Я думаю, что орк вполне справится там. А может и нет.
Так, ну он что-то переагривается с одного на другого. Так, так, так. Неужели у меня больше нет маны? Поглощение. Невидимость. Восстановить магию. Есть. Давайте-ка мы все-таки хильнем на всякий случай нашего орка. А то что-то мне это не нравится. С двух сторон его прижали. Вполне у него, кстати, есть, если что, зелья. Может быть, он ими воспользуется. Какой-то трупешник там жирный попался. Ну. Интересно, поскольку он пробивает. Давайте-ка мы попробуем колечком молнии. До середины только. Жирный здесь вот этот призрак. Готово. Готово. И вот он, канит вот этот. 2755. Забираем. Ходячий труп. Дух предков. Так. И у него, смотрите, поломалась перчатка. Здесь заряды еще есть, но я у него заберу. А взамен отдам ему обратно вот этот удар молнии. Так, призраки просто монетки. Пропусти меня. Хочу там полутать. Не забываем сохраняться. Трупешник обычный. Ничего в нем ценного нет. Так, тут сундучок. Хитиновый наплечник нам не нужен совершенно. Малая денежка. Еще пара сундучков. Камушек. Так, ну это бесполезно. И это все тоже бесполезное. Давайте обрадуем нашу подругу, что мы выполнили ее задание. Так, встреча. Так, дух Канита успокоился. У меня есть еще одна задача. Надо предотвратить возвращение духа. Поговори еще раз с шаманкой. Блин. Скажи ей, что дух Канита пока отдыхает. Может быть, она позволит мне встретиться со Сцинком. То есть нам нужно возвращаться в лагерь. Ну хорошо. В общем-то, дорога нам известна. Заблудиться не должны. Отправляемся. О. Так, а давайте-ка мы захватим его душонку тоже. Эту заберем. Вот эту отдадим. У него есть маленький камень. Тут, конечно, больше, наверное, подходит крохотный, но пусть. Только единственное, надо ему, наверное, немножко подлечиться. Да, изрядно так подлечиться. А что с зельями? Почему-то он не хочет их использовать. Пойдем. Прячемся за широкую спину. Вот какие-то враги, видите, агрятся на меня.
а какие-то вполне агрятся на орка. Да, тут, конечно, вот поведение врагов такое, как поведение нашего орка, собственно говоря. У меня, кстати, появилась идея по поводу того нашего относительно неудачного меча, который я зачаровал с левитацией. Тогда, я напомню, орк отказался им пользоваться, стал призывать доэдрический меч. Вот что-то я подумал, что если забрать у него наплечник вот этот призыва, может быть, он воспользуется зачарованным мечом моим. Надо тоже это проверить. К сожалению, тот меч я оставил дома. И вообще вот это вот перетаскивание нескольких мечей мне, конечно, не очень нравится. Благо, это все затея достаточно временная. Все-таки рано или поздно мы придем к одному оружию какому-то. И это будет точно не эффект зачарования. Как бы не хотелось там некоторым в комментариях, что использовать такое оружие. Это какой-то чувак явно квестовый, не хочу я с ним пока связываться. Вот, и будет один какой-то меч, скорее всего на урон просто. Скорее всего я просто возьму дайкатану доэдрическую в качестве награды за шахту эбонитовую. И уже финальное зачарование будет на ней. Но вы, конечно, можете предлагать там в комментариях. Единственное, вот я хотел бы проверить еще с левитацией, потому что было бы заманчиво ставить первым эффектом именно левитацию, чтобы враги просто не бегали от орка, как мы это видели не так давно. Они начинают метаться, куда-то ходить. Все это, конечно, не радует. И вот с помощью левитации как раз их замедлить. Так, давай-ка ты постой здесь. Так, это опять не та юрта. Шаманка, вот она. Так, насчет встречи. Я, говорит, знаю, что дух Канита отдыхает. Прежде чем я пошлю свою ученицу к этому сцинку, я задам тебе вопрос. Кто из вас усмирил духа, ты или Минабиби? Конечно, я. А я знаю, что ты говоришь правду. Для обучения она мне не нужна. Я пошлю ее общаться с этим аргонянином. Хорошо? Хорошо. Значит, это задание мы выполнили. И теперь, наверное, я все-таки наведаюсь в Мачулефт, в котором мы забыли книжку. Орка придется взять с собой. Сражайся храбро. Так, нет, давайте-ка мы его сразу отправим в Даганфелл. Вот таким вот образом. А я с помощью божественного вмешательства перемещусь в Садрит Мора, да. Ну и через корабль известным путем хотел я вне записи сходить в этот Мчулефт, но поскольку враги там все-таки отреспаунились на дороге, поэтому и орка придется тащить и делать это на запись, к сожалению большому. А книжка очень нужна, я уже говорил, она по заданию идет. Кстати говоря, здесь, раз уж мы идем мимо, можно было бы выполнить задание с рецептом. Нам нужно посетить алхимика местного и украсть у нее рецепт. Если я не ошибаюсь, она здесь живет. Так, где-то вот здесь вот.
Как бы не вот этот вот домик. Если я ничего не путаю. Да, не селот нам нужна, а рецепт у нее. Приставайте к кому-нибудь еще. А где у нее этот рецепт? Так, давайте точно вспомним. Рецепт зелий развеивания. Лучший алхимик. Я что-то как-то к своему стыду не помню, где вот этот рецепт располагается. А, подождите-ка. Вот он, рецепт. Кстати, можно стырить у нее. А все можно стырить. Хорошая трубка скума нам не нужна. Вот. А вот это вот добро пойдет. Вот это вот пойдет на продажу. Да и реторта мастера тоже, в общем-то. Вот так довольно просто мы выполнили первое задание. Гильдии воров Садрит Мора. Но сейчас в гильдию воров, конечно же, мы возвращаться не будем. Сейчас мы отправимся в Дагонфелл, как я и планировал. А уже оттуда можно будет выполнить задание. Погодка не радует. Такой мерзкий дождик. И мы отправляемся в Дагонфелл. Здесь, наверное, я попробую спрямить дорогу через вот эти холмы. Подхватим только нашего орка. Вон он. Вот здесь вот попробую перебраться. Не забываем сохраняться. Так, ну не факт, что мы здесь сможем запрыгнуть. Вообще не факт. Да, видимо, нет. Видимо, придется опять обходить. Левитацию, конечно, можно применить, но это расход маны, во-первых. Во-вторых, там тоже шанс не стопроцентный. Далеко. О, вот так, нормально. Орк, конечно, не залезет. Но мы вот так вот... Крыса. О, он телепортировался. А может и залез, хрен его знает. Восстановились, видимо, заряды у его щита. Так, а вот это вот плохо. Надо забрать у него этот меч. Благо, крыса пошла в соответствующий камень душ. Давай-ка ты своей секирой походишь. Она тяжелая. Пусть он ее таскает. Камни заберем. Наплечник зарядился у него. Все нормально. Отправляемся. Что еще? Кто? Кто? О, наездник. Согрелся наездник. Мелких камней у меня больше нет, поэтому захват не буду накладывать. А вот колечком помочь, это, пожалуй, можно.
и подлечить его. Крыса, кстати, была зараженная. И это, с одной стороны, хорошо. У нее более сильная душа. А с другой стороны, один из сигналов того, что теперь мы все-таки будем встречать не только крыс и всяких мелких тварей, но и серьезных врагов. Здесь как-то надо еще грамотно спуститься, чтобы ноги не переломать себе. Опять крыса. Так, а эта крыса умная, видите? Еще и наездник. Давайте будем помогать по мере сил. Ну, вот так вот вдвоем мы справились. Наездник пустой, к сожалению. Крыса вот с мясом. Так, а где здесь проход? А вот. Опять крыса. Что у тебя по здоровью? Чутка. Внутри там врагов уже нет, а внутри этих руин. Поэтому, по сути, орк был нужен только, чтобы распугать здесь всю вот эту мелочь. Ой-ой-ой, какая молния. Прям страшно. Все, ну здесь, в общем-то, все просто. Мы бежим вот в эту комнату, и вот здесь справа прекрасно подхватываем книжку, называется «Яйцо времени». Больше вроде бы здесь ничего ценного не было. Остальное я вроде бы все осмотрел. Сундук не осмотрел, смотрите, и ловушка. И ловушка может меня и прибить. Восстановление здоровья у меня есть. То есть я еще и сундук пропустил, друзья. Что-то совсем плохо у меня уже. Все совсем плохо. Но это потому, что мы здесь что-то бегали, суетились. Враги эти тоже бегали, суетились. Поэтому я вот так вот сплоховал. Ну, вроде бы все, да? Давайте сохранимся, отправим орка нашего. Куда мы его отправим? Давайте отправим его в Волверенхолл. И сам я тоже божественным вмешательством направлюсь туда же. Так, и я почему-то оказался... ну понятно. Опять я, короче говоря, в Альдруне. Опять я в Альдруне. Давайте-ка мы вот здесь еще вмешательство в Альпсиве. Так. И все-таки сценку надо доложиться. Через гильдию магов. Я что-то думал, что мы попадем в Садрит Мора. Казалось бы, мы были вот здесь. А Садрит... Ну да, в принципе, да, наверное, так ближе. По крайней мере, визуально кажется, что ближе. Так, ну что, телепортируемся. Я просто думал, куда нас Сцинк отправит. После этого задания.
Садрит Мора. Полагаю, вы путешествуете? Так, Мина Биби уже ответила на многие из моих вопросов. А вот она, кстати. Привет. Это Мина Биби. Но ничего умного она нам не скажет. А нет, смотрите, кольцо предков. Я, говорит, не обещала никакой награды, но Сцинк попросил меня передать это тебе. Но это, видимо, вызов духа предков. Да, на 60 секунд, но довольно бесполезный предмет. Повышение он нам не даст, конечно. Когда маг начинает заниматься некромантией, он бросает тень на всю гильдию. Некромантом стала Телура Ульвер, бывший член гильдии магов. Ее можно найти в Шале. Его не так легко найти. Иди из Хлаоута, обойди ее с севера вдоль по дороге, когда пересечешь деревянный мост по левому берегу. Ну, мне кажется, я помню, где это находится. Если, конечно, ничего не путаю. Ну и здесь же нам надо сдать рецепт, который мы выкрали беспардонно. Чем могу помочь? Абсолютно беспардонно, я считаю, выкрали. И неплохо было бы пополнить нам запас зелий восстановления маны. С этой целью, наверное, придется посетить Налькарию. Все же. Так. Волверин Холл. Блин. Ладно, я слушаю. Блин, что я затупил. Его же надо в гильдию магов отвезти. Отнести, точнее. Так, ну ты-ка, дружище, постой, наверное, здесь. Не хочу я тебя таскать там по этим опять переходам узким. Как бы так вот еще мимо тебя пройти. Сагор, Так. Чем обязана? Вот Чем этому, могу что ли? помочь? Да, рецепт зелья. Все, предмет передан. Прекрасно. Приветствую вас, брат. Возвращаемся в гильдию воров. Такая немножко суета. Чем могу помочь? Пойдем за мной. Так, вот так за мной иди. Оп. Бежит. Доставил я рецепт. 500 монет мне выдали. Повышение не дадут. Значит, реторту грандмастера. Обычно они не продаются. В Тельмора нужно, к торговке Бервен. Угу. Может, найдется еще несколько. Ну, при себе у меня, конечно, никакой реторты грандмастера нет, а так, конечно, было бы проще. Но нашего друга мы отправим, наверное, в Альдрун. А сам я тоже в Альдрун. Нам нужно выложить барахло. Накопил я тут зелий. Ой, не зелий, господи, ингредиентов. И путь наш лежит в Гнисис, в тамошнюю шахту. Яичную.
я напомню. Да, это вот сердце проклято, видите, они не стакаются. Кстати говоря, можно было бы попробовать сварить парочку зелий из этих сердец. Короче говоря, нас отправили в Игнисис, там в яичной шахте раскопали Двемерские руины. И нужно туда наведаться. Книжки давайте сложим сюда. Так, это на продаже я взял. Первый, второй, третий тома у меня, в общем-то, есть уже вот это о подготовке тел. Яйцо времени выложим отдельно. Вот, кстати, можно видеть здесь ретекстур. Яйцо времени я выложу сюда. Где она? Вот она. Так. Вот это вот барахло тоже я выложу. Пора уже поставить мне, как я и планировал, рабов отдельных для вот оружия, брони и одежды. И для алхимии тоже. Потому что вместимость шкафа не бесконечная. И давайте сразу же позовем орка с тем, чтобы починить его броню. Продолжай. Я слышу. Но в Игнисис мы пойдем, конечно, не в этой серии, потому что уже... Блин, ну опять начинает оббегать по кругу. Вообще, может быть, нужно было не ставить здесь дверь. Так, обойтись. Так, давай-ка ты здесь постоишь. Возьмем у тебя на починку все. И, видимо, чинить мне придется прямо тут, не отходя от кассы. Но сколько хватит молотков, потому что молотков я не закупал. А скорее всего их не хватит, потому что покоцали его знатно здесь. Особенно, видимо, там вот в деэдрических этих руинах. Ребята там довольно злые. Перевес, конечно же, давайте Пусть победы твои будут быстрыми и восстановим запас сил. Так, ну и самое главное. Самое главное что? То, что самое покоцанное. Так, вот эту перчатку тоже. А все, молотки кончились. То есть еще придется как-то мне или закупать, или где-то добывать эти молотки. Или просто сходить к какому-нибудь кузнецу починиться. Так, оружие тоже я ему отдам. Все вот это, чтоб лишнее с собой не таскать. Так, и я хотел сварить несколько зелий. Поскольку мы пойдем потом к Налькарии, скорее всего, я, наверное, вот это вот добро тоже с собой заберу. Но потом. У меня, кстати, и нет грандмастера-то, кроме ступки. Ничего. Мне бы и самому пригодилось. Ну ладно, значит, коммунику берем. Берем сердца вот эти. И. Подожди, а где у меня? А, вот они. Соли пустоты. Так, и с восстановлением здоровья тоже надо бы.
Так, а левитации мы сможем сделать? Перьев у меня нет, походу, да? Не вижу я, короче говоря, перьев. Так, а что у нас еще там восстанавливает здоровье? Так, вроде бы. Это запас сил. Больше у меня тут особо-то и не с чего. А, вот еще, точно. Это главные навыки. Ладно. Повысим интеллект. Где он? Вот. Не забываем сохраняться. Давайте сначала здоровье. Я думаю, что на все деньги 20 аж. 33 стала у нас алхимия. Увеличить магию, пожалуй, я бы не хотел. Поэтому пока что это побережем. Восстановление магии. Смотрите, аж 2. Опять алхимия повысилась. Ну и последнее сердце. Слушайте, нам повезло. Практически все у нас ингредиенты пошли в дело. Смотрим. Вот это обратно выкладываем. Но Алькарию все равно придется посетить, потому что мало этих зелий, мало, не хватит мне. Значит, это на продажу пойдет. Этот один останется. Ну и восстановление здоровья, я думаю, что мне тоже понадобится. Половину отдадим орку, половину сами будем использовать. Большой соблазн, конечно, еще использовать вот этого владыку Дримору. Надо посмотреть, что влезет в Клеймору. Просто так вот, для примера. Сам я, конечно, вряд ли смогу ее зачаровать чем-то полезным. Все-таки, как я и хотел, вот левитацию. Скажем, 1 пункт. Ну, там на 5 секунд, к примеру, да? И урон. Удар молнии. Ну, сколько тут влезет? Побольше хотелось бы. Довольно прилично влезает. 39 пунктов ажно. И, кстати говоря, смотрите, если я сейчас повышу все характеристики, то, может быть, я смогу ее и зачаровать. Давайте просто посмотрим, какой будет шанс. Да? Просто ради любопытства. Сохранимся. Не хочется мне просрать крутой камень душ. Но посмотреть стоит. Берем Клеймору. Левитация. 5 секунд. Даже можно и больше. Даже вот так вот можно. Это сильно не влияет на шанс. А вот урон. Давайте сразу. Так, а здесь уже меньше, смотрите. И шанс 46%. Получается, на 20 ударов хватит этого заряда. Ну, емкости этой души.
Ну, не знаю, 46% это как-то мне не очень нравится. В принципе, можно зельями еще подразогнаться. В общем, пока что я не буду ничего этого делать. Почитаю ваши комментарии. Как вы считаете, имеет смысл рисковать или все-таки... Кстати, можно сразу посмотреть, сколько это стоит у зачарователя. Чисто так, чтобы понимать. Конечно же, мы повысим привлекательность. И попробуем. Так, подожди, нет, торговать мы пока с тобой не будем. Владыка Дремора, Клеймора, левитация. Ну, давайте не будем жестить, как я делал 5 секунд. Мне кажется, это будет дешевле. Так, и урон. Молнии 39 вроде бы было, да? Да, кстати, недорого, смотрите, всего 10 тысяч. А если левитацию... Ага, вот так вот, да? То есть 7 секунд вылезает. Итого 11 тысяч. Ну, это, конечно, тоже деньги. Поэтому я пока не буду ничего делать. И подожду вашего комментария, как вы скажете, что лучше. Либо самому попытаться зачаровать, сэкономить бабки. Либо все-таки не рисковать и доверить это профессионалу. На этом, пожалуй, на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.